Доброго времени суток, операторы атомной станции в игре Nuclearis. Давайте же сегодня немножко поэкспериментируем. Поэкспериментируем мы в плане замены топлива. Как вы помните из предыдущих видео, у нас, если вы, конечно, смотрели их, если не смотрели, то еще раз повторюсь, что у нас стоят тепловыделяющие сборки разные, абсолютно разные по выработке. Ну, естественно, давайте перейдем и посмотрим, что у нас там происходит. Так, у нас какое-то сообщение. Давайте глянем. Да, у нас новый день. Новый день, как видите, приносит нам хорошие ошеломительные запросы. 700 с чем-то. Мы по выработке, конечно же, вытянем. Сколько у нас? Ну, покуда ночь. Как раз время для экспериментов, да? Экспериментов над реактором. Так. 703 мегаватта мы сейчас вырабатываем. Как бы по управлению все в норме. Банки подключены. Компенсатор. Трансформаторы все запитаны. Здесь по парогенератору все в норме. Так, немножко у нас расхождение по конденсатору. У нас расход выше, чем приход. Это надо бы восполнить. Чем у нас идет набор, да, уровня. В парогенераторе мы его немножко подкорректируем. Так, смотрим, что у нас происходит здесь. Здесь у нас стабильно. Что у нас здесь по конденсатору? Так, по конденсатору мы более-менее выравниваемся. Уровень заполнения на конденсаторе у нас норма. Температура выше, но не критична. Температура где-то до 30, даже до 40 градусов. Это еще как бы хорошо. Что касается температуры с конденсатора, вообще должна она поступать на парогенераторов всегда как бы подогретая. Градусов 30 это оптимальная температура воды, поступающая после прохождения конденсатора. Пар, который вернулся, да, там получается 30 градусов, это будет оптимальная вода. Ну, здесь указано как бы 20, наверное, с чем-то, да, там по шкале оптимальности, да, что у нас в зеленой зоне. Но 28, 29 до 30 это отлично. Отличная температура. Так, здесь немножко с конденсатором я экспериментирую, да, видите, у нас какие-то клапана закрыты, какие-то предоткрыты, все на разное, да. Главное что? Главное, у нас вакуум держится, да, не 99, 99, 96, 61, но вакуум держится. Возвратный у нас открыт на 100%, не знаю, покуда он не, скажем так, активен настолько, чтобы его регулировать. Я могу его открыть на 1%, он как бы работает, и на 100%. Он также работает. Есть небольшие, конечно, изменения по расходу прыжки, но это не существенно и не свойственно, как бы, скажем, не страшно безобидно, да. Так, пульты у нас горят, все хорошо. Давайте запросим отчет ОАО, что у нас по обслуживанию. Что у нас насчет банок? Вот этот старый отчет, как вы видите, что делящегося материала у нас в топливных элементах осталось первый и второй отсек 60-67, 67-67, так. Здесь уже израсходован делящийся, он уже в красной зоне 001. Ну, я думаю, сейчас уже будет новый отчет там по нулям, и как бы топливо уже считается полностью израсходованным.
Хотя, я думаю, оно уже израсходовано. Уже когда вошло в красную зону, да, я думаю, разработчик уже сказал: да, ребята, можно заменять, ибо уже от него выделение, ну, тепло выделяется минимальное. Соответственно, реакция меньше, выделение тепла меньше. Так что давайте-ка, друзья, мы посмотрим, сколько у нас там осталось. Ну, я думаю, уже по нулям. Ну, не знаю, насчет глушиться, да, как бы не хотелось, потому что выстраивание всего подряд опять это такое довольно-таки серьезная, долгая тематика, да, как бы не очень и не хотелось бы, но вместе с вами я решил экспериментировать в плане, почему бы нам не поменять на действующем реакторе. Позволит нам эта игра сделать или не позволит, не знаю, не пробовал. Когда срабатывал первые эти, видите, уже у нас уже это группа С, уже подготовлены, ждут своего часа. А когда работал на Б группе, как бы я срабатывал их до красного где-то до, ну, может, там 20 где-то процентов даже они уже становятся в красном там. И как бы уже игра позволяет их заменить. Но игра позволяла их заменить только тогда, когда режим работы реактора находится в состоянии выключить. Тогда я только могу их поднять. Как бы сам реактор, да, у нас построен в плане такого, что у нас внизу активная зона и выше есть как бы отсек, да. Так. Я за тобой слежу, бля. А выше есть отсек для как бы для топлива, да, ну не активно. И попробуем мы загрузить его в первый отсек, как бы в приемный отсек, но не загружать покуда в реактор. Ну, это будем пробовать впервые, как бы впервые даже на своей станции, да. Что у нас получится, конечно же, я сказать не могу. Так, да, вот предпоследнее видео, которое я писал, да, вот было по топливной карте. Как видите, у нас вот эти сборки уже отработали, да, по 0,1%. С них выделения тепла уже нет, реактивности нет, они уже угасли. Вот эти, которые стоят, первая, вторая, четвертая, шестая, 8, да, они как бы видим, что есть реактивность присутствует везде. Так, вот это вот красное сейчас мы немножко подведем, хотя здесь уже выводить нечего. Ну, того, что делать нельзя, мы сделаем, да. Ну, как раз 3.3 приподнимем, и у нас карта полностью изменится, да. Ну ладно. Пойдемте пробежимся. Так, не обращайте внимания, у нас здесь жесточайшая экономия. Ну, красиво же, да, скажите, красиво, да. Один минус всего этого отключения электричества: у нас не работает лифт. Я уже провалился в шахту, лифта был, так что да. Ну и да, как бы игра дает понять, что с увеличением уровня не только растут запросы города, но еще и добавляется какой-то еще дополнительный ивент. Как бы управление стало более такое пожестче, стало чаще подходить к пультам и регулировать. Раньше как бы это можно было делать не с такой частой периодичностью, а сейчас приходится, знаете, так часто вводить корректировки. Ну ладно. Я боюсь представить, что будет с уровнем дальше. Так вот, насчет реактора, да, я уже упоминал, что у нас две здесь зоны.
одна зона нижняя активная. Ну, как бы он вообще разделен на три. Третья, самая нижняя, это машинное отделение. Там находятся двигатели стержней СУС. Ну, это стержни управления защиты, да, вот они боросодержащие или же состоят сами из бора полностью. Второй этаж это получается сама активная зона, откуда мы наблюдаем, да, свечение Черенкова. И получается вот эта третья верхняя, она предзагрузочная. Она как бы, да, она омывается, я так понимаю, возможно, там водой с активной зоны, из-за чего происходит охлаждение, по сути, потому что первый и второй контур, я думаю, завязан, ну, в плане. Но как бы игра не дает поднять, потому что, ну, работающие твеллы, которых уже еще много как бы выделяющихся элементов, да, как бы она не дает поднять. Естественно же, я попробую поднять, которые сборки уже выработаны полностью. Ну где отчет? Братан, нужно надо начинать. Все испытания, хорошие и нехорошие, проходили ночью. У нас сейчас игровое время не ночь, час времени, да, игрового. Да, и, наверное, сейчас времени такого. Вот мы будем проводить испытания. Но он настолько медленный, что до жути жесть. Так, в общем, по плану. Естественно, мы попробуем поднять. Если игра нам даст вывести, не глуша реактор, да, не переводя в режим выключить. Естественно, даст нам выгрузить отработанные элементы. Мы сольем воду с защитного контура вот этого, с кастрюльки нашей. Ну, где-то по уровень процентов 40. Даже нет, 55%, 60% мы отберем воды. И попробуем открыть сборки. Ну, естественно, мы помним по игре, что как бы сборку поднять наверх можно только когда она остынет меньше 55 градусов, да. Как бы при этой температуре прекращается реакция. То, естественно, я думаю, если все-таки второй контур охлаждается, мы поднимем их загрузочными элементами вверх, вот этот самый верхний контур. Вода, проходящая через контур, охладит твеллы, и мы тогда сможем уже откачаем воду и сможем их выгрузить с помощью крана. Конечно же, выгружать мы их сами не будем, все доверим в руки нашего АО. Или кто там руководит, Петя, Вася, нашим краном. Подработка ночная будет. Ну, какой же он долгий. Бля, ребятки. Я не знаю, ты, наверное, костюм анализируешь. Ну ладно, занимайся. Вот, и заменим блоки. Как мы их потом будем загружать, это уже тоже интересный вопрос. Как бы я этого еще не проводил, вообще позволит нам игра это ли сделать. Но как бы по сути загружать все или по одному. Как видели, да, что у меня СУЗы подняты полностью. Опускать СУЗы перед загрузкой или нет. Ну, как бы это еще вопросы, на которых нет ответов, да. Так что здесь я буду опираться на свой, как бы скажем, малозначимый опыт, да, малочисленный. Потому что у меня всего лишь 17 уровень. У кого-то может уже и выше по игре. Да, игра такая, что здесь надо головоломочку поломать свой мозг, что куда, зачем, почему. В литературе, которая представлена от самой игры, там написано как бы все поверхностно и никаких точных указаний нету, понимаете? Так, вот видите, у нас компенсатор давления довольно-таки часто стал требовать внимания с повышением уровня. Все-таки, мне кажется, в игре... отлично, отчет готов. А все-таки игра с увеличением уровня добавляет какой-то дополнительный ивент. Так что будем смотреть вместе с вами разбираться. Ну, еще 0,01%.
как раз есть время немножко затронуть тему о том, как все-таки более-менее оптимизировать выработку по пару. В каком-то одном из видео, помните, я вам говорил, что не могу, ну, наверное, это был не запуск, там, где я чуть не взорвал реактор, а погиб от радиации, да, а, наверное, именно в виде пуск реактора. Как бы мы не могли здесь набрать температуру, ну, температуру не входящего, выходящую, а именно температуру самого парогенератора внутри. Так вот, дело было не в воде, которую мы подавали туда, или же еще в чем-то. Получалось, что с реактора теплоноситель, да, вода, которая является основным теплоносителем, проходя через реактор, нагреваясь, попадая в парогенератор, она отдавала малый процент. Как бы циркуляция происходила очень быстро, скажем так. У нас расхождение по входу и выходу было минимальным. Сейчас 329, 299. Да, мы видим, сколько температуру сейчас снимает парогенератор. Естественный нагрев 299, 287. Здесь балансировка происходит именно потоком воды через первый контур, но не мощностью потока воды через первый контур. Я много, да, смотрел обзоры других ребят, которые занимаются, все-таки интересно, как остальные работают, не только я. Но никто как бы так точно и не сказал про потоки воды, как их настраивать. Так вот, покуда у нас немножко есть время, все-таки добьем мы, покуда как раз таки добьется твела до нуля, я думаю, ага, вот у нас карта насколько изменилась, да, мы вывели полностью сборки СУС, у нас остались только активные, да, вот здесь реакция подрастает, соответственно, у нас какое-то должно быть положительное движение. Ну, оно находится в норме, в принципе, нормально. Так вот, по воде разговоров не было. Все говорили о насосах, как и я вам до этого в нескольких видео. Но это мои первые попытки, да. Насосы, проценты, входные, выходные потоки. Опять же, для тех, кто смотрит первый раз это видео, я повторюсь. У меня уже на данном уровне 17 все насосы стоят максимальные, на максимальной прокачке по мощности. Это первый, второй, третий контур. Это контур уже охлаждения, это градирни стоят, да, у меня тоже она прокачана. На контур градирни конденсатора вот эти насосы не поставить. Можете даже не пробовать. Я уже пробовал, продал, купить уже не мог. Потому что вот это вот не ставится, эти ставятся только на первичный контур. А вот эти были максимальными, так что пришлось их опять покупать, качать и ставить. Так что если когда-то я довольно был, думал, поставлю такой большой поток, у меня все будет круто, нет, увы, к сожалению. Это максимальный вид насосов, который можно поставить на градирню и на конденсаторы. Видите, у меня прокачаны, да, ну прочность прокачивается, потому что у них идет очень большой износ. Даже прокачаны полностью, они очень быстро отваливаются и улетают. Так вот, в предыдущем видео я вам показывал, что у меня при 10% нагрузки на, ну, как бы 10% мощности, да, скажем так, на насосах, у меня поток воды был 270 литров в минуту, входной, выходной поток. Я, естественно, не понимал, ну 270, 10% хорошо. Я работал как еще на желтых, на старых, на первых насосах, так и здесь. 270, у меня, если при повышении мощности мне нужно было больше тепла передать в парогенератор, мне, естественно, нужно было поднимать температурой. Я постоянно дергал температуру, то вверх, то вниз. Естественно, реакция увеличивается, значит у нас что? Правильно, моментальная гамма-йод у нас растет.
Соответственно, концентрация его в активной зоне собирается. Это старая йод, который получился у нас до, и который моментальный, который получается из деления урана моментально. Ну, который скопился как бы, и который у нас получается при вот этом делении моментальном. Соответственно, тем больше у нас концентрация. Весь этот йод через какое-то количество времени, может 9, может 12 там, часов, может больше, как бы это непонятно здесь игровое, возможно там 6-9 часов, да, в настоящей жизни возможно и больше. Естественно, все превращается в ксенон и плюс газы, которые я, ну, не знаю, еще много, наверное. Естественно, концентрация. Нам ее нельзя доводить до критичной. До красной вот полоски ее сюда доводить нельзя. А если она ввалилась в красную полоску, концентрация ксенона, считайте, что реактор мы отравили. Можно как бы не продолжать и просто гнать насколько можно и глушиться. Да, видите, опять компенсатор у нас пляшет. Все-таки игра приносит свои краски, и возможно со временем нам придется не туда, да, а со временем нам придется сюда посадить АО. Если мы куда-то будем отдаляться далеко, нам надо будет сажать АО на управление компенсатором. Как бы эта система, отвечающая за поддержание давления в контуре. Так, немножко отошли от темы. С компенсатором он нас отвел в другую сторону от потока, скажем, мыслей. Так вот, для того, давайте подойдем сюда к схеме. Для того, чтобы было лучший коэффициент отдачи тепла в парогенераторе, да, как бы для увеличения вот там вот температуры нагрева внутреннего компенсатора, уже заговорился немножко, парогенератора, да, нам поток нужно затормозить. Но затормозить как? В принципе, у нас вот там уже избыточное давление. Но мы еще давление будем создавать внутри контура. Хотя оно и так там присутствует. Здесь как бы специфически по игре немножко непонятно. Ну, как бы ладно. Давайте поговорим. Как видите, вот у нас ядро. Вот так, давайте немножко картинку я лучше сделаю. Вот у нас ядро. Сам же компенсатор давления. Соответственно, у нас уже давление 160 бар уже имеется по всей вот этой системе, да. Но плюсом, вот сколько мы имеем, да, вот помните, я работал 10%, у нас поток воды через активную зону, через парогенератор, она будет одинаковая, это 270 литров в минуту, да. Как бы мы тепло передавали туда на парогенератор при потоке, открытом потоке кольцевого клапана на турбину 180 было у меня тоже, как и сейчас. 180, 190, даже 200 и 240 было. У нас температура падала внутри парогенератора до 255 градусов. И, естественно, реактор у нас холодился, что нужно было постоянно корректировать. И отдача тепла была минимальная. Естественно, если придушить клапан, да, вот именно клапана регулирующие, это будут А3, Б3, С3, над все три контура. Вот эти клапана А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, они не регулируются. Они, ну как не регулируются? Здесь их можно перекрыть, да, вот они. Вот эта группа клапанов. Они перекрываются в случае, если у нас какие-то проблемы с реактором. Также они должны перекрываться автоматически, если мы нажимаем, да, аварийную установку. Но есть в этом минусы. При нажатии вот этой аварийной установки у нас
блокируются клапана автоматически. И, естественно, поток воды прекращается через активную зону, что приводит к росту температуры. Но если у вас реактор уже выкипел и сосуд уже опустел, ну, естественно, нам уже клапана эти не помогут. И перезакачать заново бурлящую систему, это, ну, уже не вариант. Потому что все-таки здесь поддерживается давление, это потеря давления на компенсаторе, соответственно, насыщение воды уменьшается, и вода просто испаряется из сосуда. Так что вот эти клапана, они не регулируются, они перекрываются или автоматически, чтобы не допустить выхода из активной зоны именно зараженной воды, потому что они могут где-то лопнуть, потечь, и много чего здесь реализовано в игре. А я также повторяю, что с увеличением уровня у нас ивент по игре растет, и скорее всего нас ждет дальше очень хорошие, очень много, я думаю, приключений. Так вот, затормозить, да. А вот эти вот клапана, они именно регулируются. Мы вот этими клапанами тормозим поток воды. Поток воды, именно проходящий не через активную зону, хотя она затормаживается и здесь. Вы видите, что у нас приход и выход воды по 160 литров в минуту, да? Но она тормозит в основном на парогенераторе. Соответственно, вода горячая с активной зоны больше по времени находится здесь. Она передает свое тепло, естественно, тоже больше. Больше передает тепла, соответственно, правильно подобранный поток воды на парогенератор у нас увеличивает количество пара, давление пара. Ну, как бы для турбины это хорошо. Я раньше их вообще не трогал. Я думал, это клапана тоже также для замены там насосов или для чего дальше будет реализовано в игре. А нет, эти, оказывается, клапана именно для регулировки. Они у нас присутствуют. Здесь как бы мы видим, что у нас нет шкалы делений, да, ни градации, ничего. Вы спросите, а как их регулировать, чтобы они хотя бы примерно одинаково были равны? Ой, сейчас мы это посмотрим. Сейчас я только пробегусь, у нас здесь не критично, немножко качанем. 3,3 надо оставаться. Надо оставаться в одном диапазоне по выработке йода. Сейчас сходим прогуляемся к какому-нибудь насосику, и я покажу, как более точно отрегулировать вот эти клапана. Как видим, поток воды у меня 29, да, процентов стоит. А здесь у меня только вход и выход 162. И если я даже буду поток воды изменять, больше его делать или меньше, у меня поток воды, да, он, если изменять резко, он вырастает, но потом все равно приходит в то же вот положение. Именно по 160 литров в минуту. Даже если я его сделаю 50, да, давление внутри контура увеличится, наверное, будет скакать, это естественно, износ увеличится. Но у нас, получается, будет большая передача тепла за счет того, что у нас идет замедление на парогенераторе, да, по входной и выходной воде. Но есть и минусы. Если сделать слишком низко, у нас очень быстро выходит из строя насоса, потому что все-таки избыточное давление делает свое дело. Так, 3,35, немножко перекачали, но ничего страшного. У нас по общей концентрации ксенона здесь, ну, 65, это еще терпимо. Так, здесь по выработке мы не падаем. 101%. Покуда идем. Так, побежали, посмотрим на регулировочку клапанов. Опять хотел броситься в лифт вниз в шахту, да. Таран-таран-таран. Ну, красота же, да. Так, давайте прогуляемся. Ну, вот к этому насосику давайте прогуляемся. Взглянем.
Вот. Вот это вот и есть. Ага. Здесь есть небольшой косячок. Да, он у меня тоже более-менее настроен, но здесь есть косячок. Давайте пойдем к другому. Я его настраиваю тоже отсюда. Естественно, если не включить обход, у нас вентиль работать не будет. Я регулировал вот этот вот поврежденный, скажем, насос, который делали, наверное, китайцы, не доделали, да, там, ну хотя на них грешить не будем. Вот, регулировал именно оттуда. Да, приходилось щелкать там по 2-3 раза, сюда бежать смотреть, какая шкала, опять бежать щелкать, и вот так вот, покуда мы не добились более-менее результата. Вот получается это регулировочный клапан, да. Давайте сюда глянем. Вот здесь вот эти клапана, которые перекрывают входной, да, вот видим. Они не регулируются, они просто перекрывают воду, чтобы она не поступала ни на парогенератор, ни на насос. Вот здесь регулировочный клапан. Вода у нас приходит по этому желобу, да, сюда трубе, отдает свое тепло и здесь возвращается. И вот здесь вот мы уменьшаем сечение трубы. Ну, естественно, да, нагрузка на насосы все-таки очень возрастает. И я теперь понимаю, что я когда-то видео снимал, спрашивал, почему, зачем такие мощные насосы ставятся именно на первый контур. И когда все-таки я дошел до того, что они ставятся именно из-за этого. Сюда мощные насосы, да, почти там 600-900, сколько литров они качают, то я понял для чего. Здесь мы уменьшаем сечение, тем самым мы добиваемся уменьшения потока воды через активную зону, она нагревается лучше, да. Соответственно, реакция у нас происходит не настолько яростная, да, чтобы нагреть больше объем воды. Реакция у нас осталась меньше для стабильного поддержания, да, но также удержание вот этим клапаном потока у нас и лучше отдает тепло. Соответственно, тепло отдал, более холодная вода проходит через этот, идет через кран, идет на насос. На насос тоже горячая вода не подастся, он тоже долго не отработает, не выдержит. И возвращается обратно в реактор. Так что вот так, ребята, дерзайте, регулируйте. Теперь вы знаете более-менее, как надо. Да, регулировочных вот этих клапанов по всей станции очень много. И здесь, естественно, закрался еще один вопрос. Блин, а что, их все надо регулировать вручную? Ну, знаете, возможно, может быть и так. Ну, может, не все настолько яро, как этот, да, там задушивать. Но оптимально, вот, который я работал при 190. Поток входящий и выходящий. Я пробовал работать на 140 поток выходящий и входящий. Но я вам скажу, что здесь уже для каждого надо подобрать свое. Кто сколько как бы хочет, да. Именно не забывайте, игра постоянно меняется. Нет у нее одинакового. Она подстраивается под износ, под поток воды, под испорченность оборудования, да, и все влияет. Даже поток проходящей воды через трубу, вот сейчас, да, компьютер это все высчитывает, бля, и пыхтит там не в себя, да, естественно, влияет, все влияет. Ну, как бы игра на этом построена. Кстати, неплохо. Это даже может и неплохо. Но я скажу, что со временем увеличивается, с увеличением уровня увеличивается и регулировка, что надо очень много регулировать. И тех клапанов, и там что-то подкручивать, как бы да. Где-то плюсы, где-то минусы. Так что вот всего лишь главный один секрет, который бы, если кто-то я подсказал бы со старта,
Вот, я бы уже знал. А так пришлось немножко покумекать, почитать какой-то литературы, поругаться на эту игру, пытаться ее удалить пару раз, возможно, пару раз установить заново и все-таки найти выход самому, да. Ну, здесь я вам немножко простил, да, задачку. Я как нашел сразу, я с вами поделился. Мы включаем обход, да, и теперь мы можем свободно регулировать поток воды. Обход выключить, и мы уже не можем регулировать. Видите, у нас не изменяется шкала никак. А соответственно там, да, с небольшим багом приходится, конечно, регулировку производить из операторской. Там шкалы градации никакой нет. Все приходится вручную. Так, уже 3 часа. Как бы пора бы приступать к замене. К замене, да. Нолик у нас там есть. Ну-ка, на проверочку покуда. А мы немножко пройдемся еще по... Да. Именно по не управлению лично краном, да, а управлению его с помощью планшета. По замене... Нет, не этой. Давайте посмотрим. По замене стержней. Дело в том, что я пробовал их менять. Да, он достает все стержни и составляет сюда вот в рядок. Здесь они свободны. Вот он ставит до туда. Здесь занято, он перекидывается, ставит сюда. Ну и так дальше. Как бы все хорошо, все красиво. Но существует один минус. Нет, их надо выставить и обратно. Но выставить не все, а выставить уже свеженькие, да, вот это все как бы свеженькие. Да, если вы хотите спросить, пробовал ли я переставлять их в плане... ты ж отсортируй, поставь вот эти вот, например, все хорошие вот сюда, а сюда он составит все это, уже использованное. Ну да, я пробовал так, я вам скажу. Ну, я составил все сюда, в эту сторону, и потом, думаю, сохранюсь. На следующий день вместе с вами включу ютубчик, и мы займемся, да, установкой новых замедлителей стержней СУЗ. Ну и как вы думаете, после перезагрузки игры все получилось как со светом. А если я выключатель где-то нажал в положении выкл, или же автоматически какие-то двери, при загрузке игры заново у меня все выключатели стоят же также в положении выкл, как я их оставил, но везде свет и все остальное запущено. Также и здесь я пришел, вот эта картина так и наблюдается. Соответственно, я их разделить не могу. Здесь немножко разрабы не допилили. Естественно, что если я куда их переставляю, там они остаются. Это было бы проще с заменой. Так вот, ладно. Продолжаем дальше. Он составил вот эти отработанные все в рядок. Ничего здесь не разбилось, не сломалось. Но нам надо их установить. Когда я нажал на установку, да, стержней. Все, хорошо, команда принята. Поехал делать, я пошел по своим делам, в магазинчик за пивасиком, да, там, за рыбкой. Прихожу, сборки все стоят, отлично. Стал проверять их целостность и эффективность, да, на пульте управления можно посмотреть. А он те, которые сборки вынял, он те туда и обратно и поставил. Естественно, по такому случаю, если менять сборки, нам придется делать. Я еще их не менял с первого еще нашествия на ядерный реактор. Нам придется автоматически, он их вынимет, составит, а мы в ручном режиме уже будем пилить уже новые сборочки туда сами обратно. Ну, сборки СУЗа это все-таки не твелы, да. Кто смотрел мои видосы, тот знает, что любое неосторожное движение или любое касание приводит к ужасным последствиям.
Так, давайте пробежимся. Там насчет клапанов завели тему. Давайте пробежимся в сторону конденсатора, да. Посмотрим. Вернее, я вам покажу, кто играет в эту игру. Тут уже, я думаю, тут пробовал что-то крутить. Кто просто смотрит. Хорошего просмотра, да. Тот думает, ставить себе игру эту или не ставить. Или просто посмотрит контент. Так, опачки. Опачки. А у нас конденсатор. А вот это поворотик. Здесь используем суперсилу. Вот, ребята, а это косячок. А у нас конденсатор это косячок. Естественно, у нас будет уходить вода. Давайте думать, покуда бежим в замедленном времени. Это хорошо, когда есть такой режим. Особенно можно подумать, да, тратятся бабки. Но нам надо что? Нам сейчас интересен уровень воды. Уровень воды, кстати, держится. Что довольно странно. Температура 27. Это у нас сквозит конденсатор. Но уровень воды еще держится. Значит, труба повреждена не полностью. Что мы делаем? Если вдруг что, у нас пойдет большая потеря. Конечно, мощности малых насосов не хватит. Но мы включим подпитку. Быстренько смотрим, что у нас по ядру. Стабильняк. Здесь нас спасет, если что, нагреватель. Так что не сильно страшно. Высокая может и не страшно, а вот низкая очень печально. Погнали за сваркой. Попробуем мы сейчас это все на сырец свальнуть. Вот это я пролопотал, да. Лопотал лопоту. Так, щит управления энергосвещением у нас находится здесь, да. Вот здесь я отключаю, включаю что-то. Так, нам надо что? Электроды у нас заправлены, нам нужна сварка. Что у нас по сварке? Я вообще ни разу ей, конечно, не пользовался. А у меня здесь чего? У меня здесь только нет в инвентаре. Ух. Так. Первым делом, где у нас? Вот здесь она будет. Электроды есть, присутствуют. Так, погнали обратно. Ну, я думаю, да, давайте замедлимся. Все-таки покуда течет чуть-чуть. На второй прибежал. Все-таки покуда она льется немножко, мы, возможно, успеем ее сейчас. Угу. Ой, ну да. Ну, братан, забери. Забери и погнали. Ускорилочка. Да, престижи расходуются, очки, но у нас их покуда хватает. Вот я вам показал клапана, да, по регулировке. Но просто скажу, что много здесь, где есть клапана, регулирующиеся именно в ручном диапазоне, в ручном режиме. Так. Блин, ребята. А ей, наверное, вообще хана. Это может надо будет АО. Как бы сварка здесь и не поможет. И просто писец. Это что-то не так. Нет, явно тоже не так. Да. Не, вживую сваркой я пользуюсь лучше, ребят. И здесь мы не перекроемся. Это именно сливной конденсатора. Сливной клапан конденсатора. Клапан находится здесь и не под этой. И, естественно, утечка. Может, он нам и не даст завариться.
А, она вообще не дает теперь сварки. Давайте попробуем здесь, с этой стороны. А, все, он не дает нам вообще использовать сварку. Это что, это была единственная попытка и все теперь? Или все-таки мы не сможем? Не, ну здесь уже явно, ребята, конечно, турбегамон, бля. Да. Да, сварка не поджигается. Не знаю, в чем причина. Я сваркой ни разу не так вот в игрешку не пользовался. Может, надо придержать ее как-то. Не, походу все. У нас был один пробный режим. Мы не смогли, значит уже не смогли. Я не думаю, что я залил сварку. Хотя это вполне. Но подвариться он нам не дает. Ладно, давайте тогда план Б. План Б, план Б. Берем планшет. Производим анализ. Не найдены, да? Наверное, ближе или к трубе, или к конденсатору, кстати. Потому что, по сути, это... да. Давайте станем к конденсатору. Попробуем... Ну, это слишком близко, я так понял. Попробуем заанализировать конденсатор. Элементы не обнаружены. А что по отчету? Отчет он готовит, да, ладно. Возможно, мы сейчас... Возможно, мы сейчас... Ну да, турбегамон. И перекрыть. А как я вот перекрыть? У меня больше никаких инструментов, кроме сварки-то и нет. Может, входа-выходы заварить. Ну, зачем нам сливать? Нет. Нет, на это вообще неэффективно. Нет. Использовать все-таки нельзя. Ладно. Была одна попытка, и она не оправдалась. Так, что у нас? Отсчет. Давай нам отсчет, братуха. Так. Ой, здесь. Да, трубопровод, целостность. Оф. Оф, это что означает? Ядро реактора должно быть отключено для выполнения выбранных задач. Ты хочешь сказать, мне придется глушиться? Вот ты так намекаешь и хочешь сказать, что мне придется глушиться? Не, ну ребята, это как-то вообще портит картину моего задуманного плана изначального, да. Если она у нас прорвется, естественно, у нас целостность, да, и никак починить мы ее не можем. Не, ну все-таки мы попробуем, я думаю, заменить на активки, да. На активном. Позволит нам ли она вывести? Позволит ли что-то вообще сделать с этим? И мы будем глушиться. Но покажу зато, для чего другие клапаны есть в операторской. Ну и давайте поговорим. У нас поток воды насколько быстро уходит? Так, конденсатор. Ну, мы держимся. Утечка небольшая еще. Хотя и целостность 0. Есть по этой системе, да, вот эти зеленые трубы, это парогенератор. Вот эти три общие, это на парогенератор подачи воды. Вот они так в рядок идут, это от насосов. Вот эти, которые по низу, это приход воды. Ну как воды, приход пара. Да, вот это вот желтенький, это боепасы.
На них тоже есть вот свои клапаны, они у меня сейчас закрыты. Мне не надо отбор мощности. Вот эти вот зеленые, да, они идут на турбину. Туда, видите, на потолок сразу. Там получается на турбину высокого давления. Пар сначала под большим давлением, с хорошей температурой идет на турбину высокого давления, потом попадает в турбину низкого давления, и потом оттуда вот по оранжевым трубам пар возвращается на конденсатор. Конечно же, мы видим и здесь регулировку. Я немножко их поджал, но я не знаю, никаких плодов это не приносит. Ну, кроме вот этих, да. Но я, правда, не знаю, от чего это. Вроде бы давление не повышалось. Так что регулирующие клапана есть везде. Есть и здесь. Но они управляются, да, как бы управляются с пульта. Можно настроить их процент. Некоторые не управляются. Это тоже управление. Да, возврата конденсата. Он у меня есть. Этих нету, да. Эти управляются отсюда. Здесь я придушил немножко, да. Но это именно поток. Поток пара из конденсатора, да. Это поток на вакуумный насос. Я его закрыл, потому что вакуумный насос сейчас не использую. Его в операторской нет. Это сбросной клапан удерживающего бака. Его тоже в операторской нет. Эти все клапана находятся только здесь. Так, ну ужасно, да? Ну что будем делать? Ладно, пойдемте пробовать меняться. Поменяемся и заглушимся. Увы, к сожалению. Наш ремонт со сваркой нас не оправдал своих обещаний. Ну, естественно, ее в воду надо было как-то перекрыть, а там клапан, вы видели, что находится возле самого уже выхода, да, сброса. И, естественно, естественно, нам придется глушиться. Ну, а мы проведем эксперимент. Мы не остановимся ни перед чем. Потому что мы не то просто так сюда пришли. Нам на будущее надо знать все-таки, даст ли игра нам заменить или не даст. Вот в чем вопрос, как говорил бедный Йорик, да? Даст или не даст, да? Так, смотрим, что у нас по давлению. Так, здесь давление. Вы видите, что нормально, в норме, не падает покуда. Здесь вакуум. У меня столько и был. Как бы вакуум поддерживается. Соответственно, наверное, из-за поддержания вакуума у нас не такая большая потеря и по воде. Хотя да, мы видим, что потеря есть. Но это может быть связано с выборкой. Нет, потери идут, и потери идут небольшие. Но у нас есть время, да. Есть у нас время для того, чтобы провести эксперимент. Давайте же взглянем еще раз так. У нас 67% выработка. 67% осталось делящегося материала в сборках 1, 2, 4, 6 и 8. Так. А у нас интересно здесь по отчету. Давайте глянем. У нас показано, да, труба, что повреждение имеет. Бак, насосы, целостность, поглощаясь с отходами, целостность трубы. Блин, а хотя бы мы еще могли работать. 35, целостность. Ну, здесь еще, да, мы неплохо могли работать. Загрязненная область 0, конденсаторы, испарители, компенсаторы, подающие. Контур, видите, даже полной прокачкой расходуется очень быстро. Ну, стержни все выкинуты. Я их так выводить могу только благодаря бору. Что бор у меня закачан, скажем, почти до отвязки. А вот интересно, почему у нас труба не указана? Как-то я в отчете
видел, что есть по заглушкам. А вот трубы. А вот требуется ремонт. Одна труба. И что у нас? Только один раз сварка позволила пэкнуть? Ну, как-то в натуре несерьезно. Очень даже несерьезно. Целостность 0. Требуется ремонт. Да. Беда в том, что он не производится. А ядро у нас износ только 50%. Еще 50% мы могли бы ее поработать. Ну, увы. Ну, английский я не сильно понимаю, но я так думаю, что он меня послал. Да, послал куда-то подальше. Так, да, благодаря закачке бора, да, я могу так вынимать стержни. Опасно, скажем, очень опасно из активной зоны. Так, ну что же сделаешь? Все-таки попробуем мы так работать. Да, уменьшается, да, будем подкачивать. Смотрим по заполнению. По заполнению. У нас забор конденсатора. Идем к этой схеме. Так, конденсатор у нас набирается откуда? Да даже не пойми, откуда он запитывается. Понятно, что с внешних резервуаров. Но здесь они подпитывают ядро, внешнюю и бак очистителя в химцеху. Ну, наверное, с каких-то из этих баков у нас забирается и на конденсатор. Так что все отлично. Ну, даже смотрите, набор пошел. Ладно, покуда работаем. Так, времени 6 часов. И поехали, ребята, по замене. Первое, что сделаем. Я думаю, реактор оголять мы не будем. Давайте попробуем просто выдернуть стержни. Напомню, да, что у нас делящегося материала почти не осталось. По нулям. Что-то он там забубнил. Сейчас, секундочку. Я опустошу свои карманы. Ну, все-таки привычка какая-то у меня странная. Карманы полными не держать. Как раз на отчет. Все-таки мне хочется увидеть нули. Так, сварка вообще бесполезный продукт, походу. Или кто-то ей просто пользоваться не умеет в этой игре. Так, давайте-ка позакидываем. У нас здесь батареек. Не знаю, зачем столько много, но это есть такая фишка, что было. Зачем, не знаю. Почему так много, не знаю. Но пусть будут. Лишними никогда не будут, да. Ну, у нас полные эти ящики будут, да. Все-таки опаска существует, что на каком-то уровне операторства, да, вот у меня 17, на каком-то уровне операторства нам просто отключит даже свет внешний. Как бы перебои с города бывают, если не включаются на ремонт, но можно сидеть или на турбине, если она работает. Если нет, на дизель-генераторах. Так, здесь у нас заполнено. АО нет одной батареи. Здесь комплект. Подождите, у меня что ли осталась одна батарейка, что ли, где-то? Да. Все, теперь у нас комплект. Сварка вообще я не понимаю, что не так. Почему с ней не прокатило? Неужели с одного раза я должен был понять, как ей пользоваться? Ну, не знаю. Давайте, может... Где у меня есть еще у меня сварки? Попробуем взять, может, другую. Вот эту. Хотя, принцип какой-то. Это заправлено тоже. Не знаю, ребят.
в принципе, смысл тогда этой сварки? Ну да, если ты сразу пользоваться не умеешь, то ты и не поймешь. Что первый раз мы пыхнули, что мы еще когда-нибудь прибежим, попробуем ее отремонтировать. И у нас один раз и не получится, и игра скажет больше, а больше нельзя, братан. Все. До свидосики. Попандосики. Так. Ну вот эти вот клапана, которые оранжевые я показывал, выходы, да. Немножко я их прикрыл. Ну, не знаю, это никакого результата покуда не дает. А прикрывать больше, естественно, сечение уменьшается и турбина начинает меньше крутиться. Смысла в их прикрытии я покуда не нашел. Так же, как и смысла прикрытия вот этих клапанов, которые идут на охлаждение, да. Ну, нет вообще абсолютно смысла. Если здесь я немножко прикрыл, я притормозил проход пара, остаток пара через конденсатор, чтобы он лучше рассеивалось тепло, допустим так. Хотя надо было, может, и этим придушить. Ну, не знаю. Как бы ни я не заметил каких-то вот прогрессий. Я, в принципе, и с этим не замечал прогрессии до какого-то определенного момента, но будем думать, что так. Подавать запрос на отключение мы не будем покуда. Давайте-ка перейдем к тому, что начнем наш экспериментус. Так, температура у нас по всем блокам, да. 40, 33 уже, да. Мы падаем, нам надо было добавлять сборки. Что-то братан делает долго. Все-таки хочется мне увидеть нули здесь в отчете. Ну, немножко расскажу, что да, вот эти тревоги, которые верхние там, по температурам, по давлениям, есть такой режим в планшете. Вот видите, раздел тревоги. Здесь мы выбираем, допустим, компенсатор давления, да, и смотрим. Мы здесь можем подстроить свои, да, раньше срабатывания, например. Чтоб никогда уже там все взорвалось, вытекло и всему пришел крындец, да, а немного заранее. Также тревоги по ядру. Здесь видите, что можно настроить под себя, да. Можно сделать просто раньше срабатывание. Я поставил на температуру конденсатора 30 градусов, да, она срабатывает. Что когда у меня загорается лампа, я знаю, что у меня 30 градусов, и я иду как-то пробовать более-менее исправлять. Да, сварка не дает мне покоя все-таки. Так, насчет как выйти на более-менее мощность рассказал. Да, видите, что у нас 3.17 мы просели немножко. Надо бы очистить питательную воду от бора. Ну, немножко, да, чтобы подвести реакцию. И все, следим за конденсатором. Сейчас это самая главная проблема. Если, допустим, он у нас чмыхнет по ходу, утечка найдет, мы начнем закачку, но это надолго не хватит. Естественно, пар преобразовывать у нас будет нечем. Ага. У нас пойдет повышение в парогенераторе. Здесь вода уйдет полностью. И да, нам надо будет нажимать скрам, и надо будет глушиться. Та-ра-та-та, как-то так, да. Ох, а это опять не запрос. Ну, мы немножко, я думаю, немножко предвидим заранее, да. И подадим, может, заявочку на отключение, чтобы город на нас сильно не ругался. А то скажет, какие вы плохие. Вечно в графике не улаживаетесь. Ну что там, есть отчет? Давай. АО, я хочу увидеть нули. Не знаю, что я так заелось. Но мы уже готовы. Готовы выводить стержни. Не знаю, будем выводить по одному.
Но это ж эксперимент, да? Не просто так. Нажмем мы все. И мы сейчас посмотрим, он выведет все сборки. Или только те, которые находятся в красной зоне. Которые как бы разраб посчитал возможным удалить. Или не выведутся вообще никакая. Раньше у меня что-то так не получалось. Мне не давала игра выбросить, даже когда у нас вот этот переключатель, да, который внизу. В положении не номинала, положение выключено, только тогда давал поднять сборки. В этом разе я не знаю. Попробуем и так, попробуем немножко и так, как у нас тут будет получаться. Ну а там как пойдет. Ну хотя видите, как у нас идет. Всегда все хорошо и как-то все через одно место, да? Давайте немножко дождемся отчета. Естественно, можно ускориться, но ускоряться я не хочу в плане того, что вы понимаете, что у нас идет потеря воды, да, через трубопровод. И весь наш эксперимент может сорваться за долю секунды. Хотя, что тут будет происходить дальше, я как бы и так не знаю, так что... Так что да. Здесь все по наитию происходит у нас, ну ничего. Видосик будет длинный, конечно, за такой затяжной. Мы рассмотрели пару вариантов. Да, как регулировочки, да. А там уже будете вы подбирать сами, на какой оптимально потоке работать. Ну вот. Отлично. Создан у нас отчет. Все, отлично. У нас по нулям. Мы, ребятки, мы готовы приступить к эксперименту. И я думаю... Я думаю, вы тоже вместе со мной готовы к этому, да? План действий у нас простой. План действий у нас очень простой. Все, сборки мы выработали полностью. Так, и я забыл отключить очистку бора. Ну, как всегда. Если что-то не забудешь, то значит ты не работаешь на атомной станции. Ну хотя показывает... ну да, как-то интересно наша скороварочка кипит. Так, да, мы видим, что у нас... Да, реактивность у нас возросла. Даже немножко как-то как закругляется. Как будто вот этот поток воды, который проходит, да, немножко сбивает поток. Ну, игра здесь настолько просчитана, я ж прикалываюсь, что она даже просчитывает, видно, поток воды. Что немножко, видите, у нас отвыл идет такой как бы отвод. Ну, может это мои заморочки, может я сильно перехваливаю, а может быть и нет. Если игра считает объем воды, объем пара, то я думаю, она считает и поток. Как бы да. Как бы так. Ну, денежек у нас нормально. Ну, как денежек, ладно, очков престижа. 3.45 мы сейчас уменьшим немножко реакцию, да.
Потому что я не знаю. Хотя, может, нет, давайте не будем. Возможно, сборки я достану, реакция сама по себе произвольно упадет. А может, наоборот. Хотя сборки выработы полностью. Ладно, не тяни кота за хвост называется. Ну что, ребят. Так, включили общую. Эту не трогаем. Просто нажимаем выгрузить. Или может надо тепловой контроль включить? Ладно. Сделаем как-то так. Да. Выгрузить топливо. Что ты выгрузишь? О, да. Ой, что ты там заругался уже. Присутствует делящийся материал. Ну да. Мы выработали как бы делящийся материал, но он там еще присутствует. Ладно, подождите. Ну, давайте мы немножко еще поэкспериментируем. Ну да, немножко просело. Давайте мы еще немножко поэкспериментируем в плане. А я загружу опять. Да, загрузиться. Да, дало загрузиться. Что происходит у нас здесь? Ну, небольшое повышение по реакции, да. 0,01 там был, да, я бы сказал бы, то это не повышением обозвать. Давайте теперь я попробую отключить тепловой контроль, то есть включить тепловой. В таком положении он нам даст выгрузиться, да? Угу. Давайте попробуем. Опять же, выгрузить топливо. Да, он нам позволяет выгрузить. Да. Все отлично. Общак отключаем. Смотрим. Ну, компьютер, да, нам выдал ошибки. Что у нас здесь заморгало? Не, ничего, радиации нет. Все хорошо. Все хорошо. Так, смотрим. Это что у нас осталось? Это то, что выгрузили. Достать мы их не достанем, да? Здесь есть защита от дурака, чтобы не открыть верхние крышки не только когда они соприкасаются с водой внешнего резервуара, да, защитного резервуара именно для нас. Да, все пошло. Видите, эти вот сборки работают 324, а у этих пошло падение по температуре. Ого, как вы помните, да, что нам надо, чтобы делящийся материал прекратил вообще так выделяться, да, нам нужно охладить их. Охладить до температуры 55 градусов, я уже упоминал, да. А это значит, у нас будет очень долгий процесс. Но факт остается фактом. Значит, можно не доводить до нуля, я думаю. Выгрузиться они когда будут красные. Ну, я думаю, это там тоже процентов 20, наверное, да, остается. И уже, значит, игра позволит их выгрузить. Даже если вы видели, что я не выбирал именно какие, я просто нажал все и выгрузить. И он выгрузил только те, которые у меня красные. Потому что если бы она позволяла мне выгрузить эти элементы, то, естественно, я думаю, реакция бы закончилась взрывом или пожаром. Потому что если в этих сборках уже как таковой делящегося материала почти не осталось, то эти еще 60% как нам бы сделали как фейерверк здесь красивый, да, на Новый год. Так, конденсатор. Помним о конденсаторе и забыли опять о закачке чего? Нет, фу. Грех не забыть о чем-то интересном. Так, 3.41. Давайте мы все-таки бора подкачаем. Все-таки не хочется куда-то улетать по концентрации. 65, да. 3.3 мы спустимся. Да, температура немного подвалилась. Но это не критично. У нас
за счет вот этого вот торможения по потоку, да. Да, здесь температура пару градусов упала. Ну, немного упало давление. Ну, это не критично. Температура норма. Бедолага держится. Держится наш конденсатор. Но вакуум, ну, может, покуда в норме. Покуда в норме, покуда не трогаем. Работаем дальше. Зря я включал свет той конденсаторный. Пусть бы мы прошли мимо, не включали бы там свет. Вы думаете, я его просто так зря отключил? Нет. Что у нас опять? Компенсатор 180. Да, видите, я раньше настроил срабатывание при 180. Именно высокого давления, чтобы не доводить до отчаяния. Ну. Давайте-ка мы еще охладим. Все, в рабочую вышли. Здесь у нас все остается. И да, смотрите, мы здесь почти ничего не потеряли. Соответственно, у нас здесь ничего нет. Так, давайте выгрузку мы начнем. Да-да-да, затрахтелся. Строечки. Так, тепловой контроль. Ну, я не знаю, для чего это. Она нам, как видели, она нам позволила и без теплового контроля вывести стержни. У нас охлаждение идет еще. 266 от 325. Да, мы охлаждаемся. Ну, как помним, 55 градусов. Ниже 55 уже реакции, значит, почти никакой не происходит. Так, батарейкам все хорошо. Да, давайте сохранимся. Все-таки наша игра имеет свойство вылететь. Сохраняемся мы, естественно, во сколько мы сохранялись? 12, да. Это автосейв был. Сохраняемся. Да, подпортил нам погоды наш трубопровод. Опять же, почему он вышел? Или некорректная работа какого-то из элемента по конденсатору, именно что касается. Но у нас не вылетало ни какого-то параметра за пределы. Ну или просто это судьба, блин. Это, блин, судьба. Потому что повышения давления по конденсатору не было. Там всегда вот было вот такое, ближе к атмосферному. Здесь тоже все по норме было. Ну, допустим, ладно. Все-таки так хотелось уже попробовать. Но мы знаем, что вытянуть сборки можно. Так. Ну да, долго придется ждать. 240 до 55. Ого-го. Ого-го. Да, видите, у нас уже кипение осталось только в тех местах, где стоят сборки в активной зоне. Послабее кипятильничек стал работать. А он, красавцы, ждут часа. Не знаю, если мы их закинем. Ну, сейчас бы как бы первая фишка — это открыть люки. Да, нам игра позволила достать топливо. Сейчас сольем воду с внешней оболочки. И заменим. Ну да, я думаю, надо заменить. А именно открыть, да. Открыть люки. Но опять же, помним, о защите дурака надо 50, меньше 55%, когда реакции уже нету. А сейчас они охлаждаются. Сейчас они просто охлаждаются. Так, по температуре 27 у нас какое-то увеличение будет.
Ай-яй-яй, это надо опять нагрузочка на градиор не будет у нас. Пару процентиков, ну ничего. Я думаю, как-нибудь эту жару мы перетянем. Так, что у нас по выработке? Угу. А как у нас профиль спокойный? У нас идет повышение, так? Ну, 700 с чем-то, да. Ой, даже не буду смотреть профили, которые выше, да. Там, наверное, уже 800, 900, 1000. А как снять с реактора, который сейчас уже 1600, ну, 1680 по тепловой мощности, как с него 1400 снять? Вот, я не знаю. Это коэффициент отдачи у него должен быть 90 с чем-то процентов. А такого не будет. Сама игра говорит, вот вам тепловая эффективность, оптимальный рабочий диапазон 20-30. Но при этом запросы города, ну, как не в себя. Сейчас мы идем 37, да, ну пусть 40 бы было, это мощности 600, 700, ну 800. А как есть и дополнительные запросы. Дайте нам 1200 мегаватт-час. Да откуда, бля, пацаны, вы чё? Угу. 208, ну да, охлаждается, ждем. Покуда ничего не трогаем с активной зоны. Посматриваем за работой конденсатора, потому что если что-то пойдет не по плану резко, нам надо будет вот это уменьшение давления. Причина 305, температура свалилась. Хо-хо-хо, это не есть хорошо. А что за перепад такой? Непонятно. Да, мы упустили. Давлением что? Ну это у нас откачка, да. У нас пошла откачка, естественно, увеличилась пропускная. Ну ничего, это не столь серьезно. Главное, чтобы у нас турбины не провалились ниже. Давайте мы прикроем, уменьшим поток воды. Нам сейчас надо не допустить падения именно по давлению. Если мы здесь на турбинках немножко просядем, ну как немножко, да, 700 до 400, не беда. А если все-таки объем большой и вы проворонили, очень много проворонили, да? Давление стабилизируется, это стабилизируется. И возвращаемся мы, я думаю, где-то 41 примерно. Да, как уже по наработке видим, пара у нас много имеется. Мы немножко сейчас раскрутимся. Да, не на максималке, но раскрутимся. Как раз к нам подошло уже, да. Все-таки сборочки дали какой-то эффект. Эффект падения, нестабильности, да. Здесь я немножко перегнул палочку, да. В плане подъема. В плане выкачки бора, да. Сейчас мы включим набор по воде. Ой, не помню, сколько там стояло. Включим набор по воде. У нас выйдет набор хороший с конденсатора воды, забор пойдет. Более-менее стабилизируется выработка пара, и мы будем открываться обратно, выходя на режим. Ну, можем здесь прикрутиться. 29, давайте подзапомним, до 1.35, чтобы уменьшить у нас здесь реактивность.
Ага, и давайте мы закинем стержни на единичку просто так, ради профилактики. Но хотя, я думаю, 3,69. Здесь пятерка стабильна, и мы потихоньку, нам надо поток опускать. На 29 мы опустим. Ну это так, корректировки вслух, да. 3,64. Теплодача хорошая, да, но 520, что у нас стало заполнение. Давайте попробуем приоткрыться. 23. Разгонимся мы. Позволят нам или нет? Ну да. И давайте мы пристопоримся до 200 у нас было, да? Я как-то... Нет. Не могем. Не могем. Тепловой мощности нам не хватает, ребята. Все-таки, хоть они вырабатывали и мало сборки. Ладно. 204, 202. Поток надо добавить. 53. Ну, давайте 23 сделаем тогда. Дадим больше, подождем разгона. И уменьшим до 23. Может лучше, конечно, до 22. 742 это как бы очень даже неплохо. В связи с тем, что мы будем повышаться. Но мы сможем выдержать ли такую прокрутку или нет? Что у нас по ядру? Угу. Понемножку падает реактивность, это хорошо. Йода мы концентрацию много не набрали. Ну и отлично. Ну и ладушки, на компенсатор меня уже подзадолбал. Так. Ну да, сейчас в ускоренном режиме понимаете, ребята, что мы уже не поиграем. Да, это выход мощности был, да? Да-да-да, что-то произошло странное. Так, что у нас по стержням? Ну, еще не время. Ау, а ты чего ничем не занят, дружище? Пришел и втыкаешь. Ты мне это тут не это. Ты мне это тут не то. Так, опа, у нас шкала поменялась, да? Перешли на новый уровень. 600, 700, почти под 800 мегаватт. Час, да? Ну да, ну да. Так, опять совьюхаемся. Ну вот, видите? У нас появилась концентрация, увеличилась концентрация ксенона. Вот, наверное, из-за этого и был скачок. Да. Скорее всего, из-за этого был скачок. Просадка по... Здесь он и небольшой. Был 14, стал 15. Но... Опа, охладимся, да? Ну вот, пора опять откачиваться. Иначе сейчас опять пойдет падение температуры. Здесь, тут и там. И здесь мы уже свалились. 30 мегаватт. Коту в хвост. Да. Сборочки наши остывают. 108. Ну, в принципе, мы сейчас поддержим реактивность. Да. Опять.
Ой, 10, 10, 10, ребята, я думаю, что за корректировки такие? Откуда 10? Тут хорошо, если по единичке поддержание. Это я что-то перекрутил. Вроде не слепой. Ну, может быть, косой, но не слепой, да? Да, все-таки, мне кажется, вода просчитывает поточность воды. Смотрите, какой-то вырисовывает тут. Странная эмблема, да, как будто вот отсюда с краю поток воды нагоняет, да, и вот зону немножко вот эти вот разбивает, рассеивает. Да, да, как до чего дошел прогресс. Игры у нас сейчас такие. Что у нас с конденсатором? Бедолага. Излечение больше, чем расход пара. Значит, что правильно? Душим. Может, грубо. Может, надо было по единичке. Ну, а может, мы и устаканимся. 716 неплохой вариант. Как раз выработки. Так. 3, 4. 3.39. Ну да, падение происходит быстрее. Все-таки тепловая мощность, да, влияет. Хотя на сборочке, да. 3.3. Это у нас осталось сейчас 5 сборок. Но видите, что нету такой стабильности. Все-таки, когда они стояли все, падение происходило не настолько быстро. А здесь уже падение происходит очень быстро. Из-за этого мы включаем подкачку опять. Ну, уже на 0.1. Не будем так суетиться быстренько. Подъем будет или ты в баланс? На время хотя бы. На время нашего экспериментика. Так. Поехали. Что у нас по температуре? 78. Ну, я думаю, давайте приступим к откачке воды. Так, этот нам не надо. Мы включим. Турбина нам не надо. Ну, хотя пусть будет это. Мы, в принципе, откачку воды увидим с нашего балкончика, да? Как это с балкончика? Опа, да, все понеслась. На где-то процентов на 55 мы сольем его. Вот уровень заполнения. Температура у нас 20. Это бак охладителя, который, да, уже переливается где-то через края. Угу. Да, 55 мы процентов где-то сольем. 45-очку оставим, это будет вполне достаточно. И приступим к работам. Я надеюсь, кран будет ездить в автоматическом режиме. Я абсолютно не хочу вручную их менять. Но хотя, думаю, если игра дала нам это сделать, то и кран будет работать нормально, оптимально. Ну что у нас здесь? 58. Мы очень близко к истине. Мы очень близко к истине. Не, ну возможно игра и даст нам поднять и раньше, но я как бы не советовал. Потому что 55, мы помним при запуске реактора, что при 55 начинается реакция, да? Так что если достать реактивную таблетку оттуда, с этого верхнего контура, я думаю, у нас здесь будет моментально заражение. Ну, хотя... Кто-то все-таки попробует, кому-то ж интересно станет, да? Авось так, авось не так, да? Так, опустошаем бассейн.
Давайте по процентам посмотрим, да. Нет, еще нет, еще не все. 45 оставляем. Да, вот как мы видим, нам дало поднять. А вот это вот бурление не очень хорошо. Свидетельствует оно к тому, что у нас идет уже износ самого реактора. Или это просто уже мои забабоны? Ну, не знаю, не знаю. 3.18. Откачки мало все-таки. Давайте ставим двоечку. Не вытягивает одинка уже. Откачка. Очистка. Очистки по бору, да. Опа. Опа, опа, опа. Запарил наш. Да, все, 40 можно прекращать. Ну что, давайте в рыхлом темпе. Да, как бы, потому что у нас бор откачиваем, это откачиваем. Так, поехали. Открыть люк номер 3. Да, люк номер 3 открыт. Давайте увидим отсюда. Да, все отлично. Ну и запускаем нашего помощника. Утилизировать топливо. Так, а блок какой-то. Номер 3. Подтвердить. Ой, великолепно, ребята, слушайте. Так можно, хотя вынить топливо, это его не загрузить. Загрузить-то вообще в активную зону это будет жестко. Я даже не знаю, как его вводить. Первым нам, может, придется вводить стержни. Но они очень хорошо отразятся здесь. На общей реактивности стержня. Или пробовать запихнуть их сразу. Но здесь концентрация бора может не хватить. Возможно, придется его подкачивать. Здесь опять больше вопросов, чем ответов. Ну что у нас там? Все идет хорошо, все по плану. Угу. Красавец. Давай сразу ты туда и закидывай. Первая сборочка, поехали. Только грузи аккуратно. Ну, в принципе, давайте мы, может, и откроем все контейнеры. Но нам здесь от пульта сильно далеко не отойтись. Видите, у нас здесь и падение идет. Ну вот 31. И конденсатор нам надо мониторить. Ну давайте здесь единичку скинем. И хотелось бы присутствовать. Так, да. Все, можно закрывать его. 3. Люк закрыть. Следующий у нас 5. Открыть люк. Я не понимаю, зачем тогда тепловой контроль. Это вот у нас что. Это если минималка вот 55, да, которую я говорил, мы достигли, то мы можем открывать и так. А если его отключить, то можно достать горячий делящийся. Ну, я тогда смысла не понимаю, зачем доставать с активной зоны делящийся сборку. Ну, если ты, конечно, не псих, не маньяк, не садомазохист. Да, мы подождали, она остыла, все в температуре у нас, видите, 21 градус. Находится не в активной зоне, да, и видите, поршни подняли, все наверх, все отлично, все прекрасно. Ну, да, мы продолжаем работать над тем, что осталось. Конечно, нам не хватает для поддержания
Потому что сами уже сборочки тоже ж не свежие, да. 66% по износу, это тоже как бы такое себе. Ну, вот они у нас. Поехали даже. Что это? Это очень странные звуки. Пугающие звуки. Так, ну давай туда сразу и ставь. Установить. 5-я поехала. Здесь у нас тарата, давление. Ну, так себе. Есть какие-то колебания, только в лучшую или в худшую сторону. Надо помониторить, отследить. И да, здесь почему-то быстро уходит. Здесь еще более-менее набор. Ну, не знаю, сколько протянем. Если день протянем, это хорошо. Все-таки наш эксперимент. Так, 5-ку можем закрыть, 7-ку открыть. Так, 5-ку закрыть. 7-ку открыть. И ты сразу полетел, брателло. Так, не установить. Надо куда-то уже устанавливаешь. Брать нам надо. 7-ку брать. Так, смотрим, у нас температурка. Падаем. 3. Какая проблема у нас? Да, проблема у нас с тем, что я забыл включить одно и делаю другое. Здесь в чем проблема? Так, у нас обкис насос фильтрационный. Стержень у нас в запасе нет. Погнали туда. Так, он забирает. Ну, как обычно, игра нам приносит свои сюрпризы. Да, лифт. Ну да, лифт. Лифт сломан. Это сборка номер 7 уехала. Сборочку номер 7 возвращаешь на место. У нас печаль, беда, с насосом отъехал, да, по фильтрации бора. Смотрим, что там. Так. Фильтрация бора. Вот он, насос. Он не работает, да. Здесь пульт выключен. Включим, глянем, что. Фильтрационный насос включить. Нет, тут этот. Он у нас сдохлый. Хорошо, отключить. Так, где его питатель? Так. Ну что, пробуем предохраны. Отключаем автоматику. В инвентарь же заберешь. Ну ладно. Я буду надеяться, поменяешь. Так. Я надеюсь, что ты поставишь целый. Автоматика. Пробуем включить. Великолепно. Пошла фильтрация. И мы погнали. Так, да, погнали. Куда мы погнали? Что у нас сегодня еще не отрыгнуло на заводе? На нашей
атомном заводе. Мгм. Не, если игра с такими... Да. Да. Выйти бы на улицу, подышать свежим воздухом. Да, ладно, все. Помечтали, хватит. Что у нас здесь происходит? Так, 3:31. Ставим в один ключ подкачки. Я выключил или в один ключ поставил? В один. Так, здесь 7-й аппарат закрыть. Торпедный отсек закрыли, да? Осталась у нас 9-очка. Открыть. Так. Утилизировать 9-очку. Та-да-та-та. Не, все-таки, да, надо будет 3:41 как-то. Ну, давайте стержни немножко придушим. Пусть какой-то запас будет. Я думаю, может даже все стержни попробовать придушить. Если сейчас будем вводить. Хотя, ну ладно, не будем суетиться. 3:35. Здесь карта у нас поменялась какая-то. Нет, давайте подождем, смотрю погода. Температура немножко поползла. И объем у нас, да. Объем у нас немного уменьшается. Давайте его будем сразу со старта поддерживать чуть-чуть выше. Не намного, но выше. Откуда, кстати, у нас берется вода? Нет. Нет. Ну тогда я без понятия, откуда на конденсатор. Сразу, что ли, запитывается? С океана качается. Да, температура немножко завысилась. Ну и все. Больше перекачивать тоже нельзя. Будем просто держать его в уровне. 3:44. Вот теперь ядро у нас подстабилизировалось. Откачку прекратить. Стержни немножко подзадвинуть. Хотя я думаю, давайте подвигаем общую стержней. Здесь можно уже будет разнобой отключить. Да, мы просто все введем их. Подключим общую. И все сделаем в двойку. Заклинили мотор. Да ладно. Блин, игра. Что с тобой не так сегодня? Ты узнала, что я буду делать стримчик такой, видеообзорчик. И решила мне подпакостить как можно. Всеми мысленными, немысленными. Вода. Отключена. У нас температура. Чего у нас так падение по температуре пошло? Не, ну это совсем печаль. Это просто ты, игра, нас принуждаешь нажать скрам. Ну я просто так не сдамся. Ох ты, какой у нас подвиг. Ой-ой-ой. Какой бред. Какой бред. Да, сдохли почему-то моторы. Опять же, это по управлению мотора. Или это стержни заклинили. Ну, не знаю, не знаю. Сейчас пойдем туда разбираться. Но дело в том, что у нас надо было уменьшить вот это. Иначе у нас перейдет перебор
по потоку. Много прикрыл. 18-шку мы оставим. И воду мы, конечно же, 20. Так, сделаем 25. У нас переизбыток идет по потоку. О, игра. Ты вносишь свои коррективы в мои планы. И что-то слишком часто. 320. И мы начинаем опять закачку по бору. Я думаю, в процентном соотношении 2 даже. Также не будем их трогать. От слова вообще. 9-ю и 7-ю банку мы отключим. 9-ю, 7-ю мы отключим. И эти задвинем на 2. Что-то не то с ядром. От слова абсолютно. Или что-то не то с регулирующими стержнями. Что это за прыжки по йоду? Давление в норме. Так, 9-ку мы выгрузили, да, я уже отвлекся. Так, утилизировать, да, мы выгрузили. Давайте мы загрузим последнюю сборочку. И надо немножко переключиться на управление по реактору. Потому что здесь происходит какая-то дичь. 500 здесь по воде у нас уменьшение, да. Да, мы возвращаем обратно. Хотя бы в 41, да, чтобы наполнение пошло. Жесть какая-то. Пять 17, трогать вообще ничего не буду. Пойдет отравление, значит пойдет отравление. Как видим, у нас какие-то странные непонятные колебания происходят. С чем она связана, я без понятия. Пять 0,4, ну пусть так и будет. Больше откачивать не будем. 46, да, пусть так будет падение, немножко оно упадет, пристабилизируется, потому что какие-то скачки идут странные по ядру, не очень адекватно хорошие. Здесь у нас мы включим немножко перенасыщение, подгоним мы уровень воды в парогенераторе. И уже потом перейдем на стабилизацию по мощности. Так, загрузка завершена. Я вас всех поздравляю, мы справились. Закрыть люк. Люк закрыт. Люк Скайуокер побежден. Так. Теперь осталось дело за малым. Мы опять наполняем защитную оболочку. Люки уже закрыты, да? Ничего мы нету. Все отлично. Давайте сохранимся. Потому что происходящая дичь начинает напрягать. Да, вы поняли, да? У нас внешка обрубилась. Ну, обрубилась и... Ладно. Не интересует. Стержень управления мы не трогаем. Корректировочки мы производим. Я думаю, мы сейчас подкорректируем водой. Водой именно здесь.
здесь наполнение идет. Давайте увеличимся. Произойдет наполнение, и мы сделаем сброс. Да, я понял мою ошибку. Скорее всего, стержни нужно было не трогать, покуда они не в воде. Из-за этого, скорее всего, произошло отказ по моторам, какое-то заклинивание. Так, откачка пора у нас продолжается, да? Вернее, закачка, нам надо немножко понизить. Или мы не трогаем? Ладно, мы не трогаем. Так, 500 это мало. Спрос у нас 700. Здесь мы подходим к уровню. У нас разогрет. Здесь у нас, в принципе, тоже до 230 мы можем открыться. Сейчас подгонимся к уровню, да. И зальем. Как раз уровень у нас вырос, у нас там температура подуменьшится немножко. И деление ядер подупадет. Ну что, давайте откроемся. 24-25 там набор будет. И мы с таким вот уменьшением. Вот здесь 20-29. Ну все, как-то более-менее. Ух ты, мы крутанулись, да? Ну это инерция, она сейчас погасится. Так, по ядру мы нормально так и будем, не трогаем. Так, давайте еще раз подсохранимся. Да, видео такое затяжное, очень затяжное получилось. Затянутое затяжным, да, прыжком. Так, пойдемте попробуем вылечить эту панель. Так, откачку установим. Вылечить, как мы выключим? Во-первых, нам нужно сделать так. Пойдем мы-ка заберем новый предохранитель, да? Благо у нас все закуплено. Не зря, вы видите, не зря мы закупаемся. Все-таки игрушка нам... Игрушка симулятора атомной станции становится не игрушкой. Так, а где у нас предохранители? Фьюзы здесь были. Большие стеллажи. Ну, опа. Подарочки на подарочках, да? Ну что ж, давно все не ломалось. То сколько можно тихо работать. Так, это у нас... Да, это у нас внутреннее снабжение, управление или же предохранитель погодного монитора. Погодник у нас вроде бы работает. Вот это у нас идет под замену. Вроде бы мне кажется, что это должно сработать. А может не сработало. А может сработало. Пойдемте глянем. Ага. Да. Как-то странно, но сработало. Здесь заряжать нам ничего не надо. Нет. Ну тогда ладно. 46 йода сколько? 69. 767. О, перегрузка насоса. Повезло. Качает по кругу.
Так, давайте-ка еще раз засейвимся. Все-таки у нас тут происходит, да, движуха. А где предохранитель, который я выкинул? Мы их будем складировать. Так, как видим, у нас сегодня получилось все как планировали. Я думаю, загрузку ядер мы перенесем на завтра. Все-таки так длинное видео получилось. Так, что у нас? Высокая температура конденсатора. У меня 30-ка стоит. Да, мы поднялись 30 градусов. Объем уменьшается, но уменьшается. Постепенно, возможно, нам надо... Здесь 287 температура на контуре подупала. Да, у нас происходят какие-то интересные движухи. Но я думаю, это оставим мы на завтра. Так что, ребята, присоединяйтесь смотреть, как мы мучаемся. Вы видите, что с увеличением уровня контента и ивента или тут чего-то еще возрастает настолько, что я уже за последние 5-10 минут поменял уже несколько предохранителей. У нас текет труба выход с конденсатора. Да, но мы заменили блоки, все-таки получилось. Вводить в основную зону, я думаю, мы будем их уже завтра на видео. Также на лайв в моем канале попробуем. Да ты издеваешься. Игра. Да ты просто издеваешься. Надо одну коробку с собой чисто предохранители тягать, ребят. Я теперь понимаю, что их так много штук, там около 60. Это не зря. И не просто так. Если с такой молниеносной скоростью они будут улетать, то я буду не успевать их покупать. Хотя они стоят там 3 копейки, но заказывать их надо заранее. Ну да, ну здесь можно, скажем так, сгладить все. Все-таки станция у нас работает уже 114 дней без каких-то либо косяков. Естественно, это, ну так не бывает, да. Иногда ее надо и обслужить. Так что вот этим мы сейчас и занимаемся. Но единственная беда, конечно, со сваркой. Я, не разобрался. От слова не разобрался абсолютно. Как ей пользоваться, возможно, подскажете, возможно, нет. Так, ну вот мы вроде работаем. Хорошо, давайте сохраняться и выходить. Я думаю, завтра мы продолжим разбираться с нашими насущными проблемами. Кому было интересно, познавательно, ставьте лайк. Это мотивирует меня снимать видосики по этой игре, может даже не только по этой. Вот, посмотрим, пишите, предлагайте, где можем разобраться вместе с вами, поиграть еще. Вот, всем спасибо, хорошего ночи, уже ночи, да. Ну, до свидания.